США предложили Украине сдаться, отказ от территории и жесткие условия. Как отреагировали в Киеве и к чему это приведет? Срочная переброска войск к границе, вторая линия обороны или подготовка к новому вторжению? Внезапное заявление из столицы. Удар по Кремлю. Один из ключевых союзников отказывается от сотрудничества с агрессором. Как это скажется на и без того шаткой экономике РФ? Россия потеряла важнейший военный самолет. Таких в эксплуатации больше не осталось. Что случилось? Расскажем. Об этих и других самых главных событиях утро среды 10 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Самолет в небе, грохот, вспышка и горы обломков. Одна из самых крупных потерь российской армии, хотя бы потому, что замены не будет. Полвека он таскал для армии все, от техники до людей, и теперь от него остались только обломки на воде. Эксплуатация завершена. В Ивановской области разбился военно-транспортный Ан-22, единственный оставшийся в строю самолет этого типа в России. По данным ТАСС и источников «Коммерсанта», на борту было 7 человек, 5 членов экипажа и 2 пассажиров. Все погибли. Минобороны заявила, что борт упал в безлюдном районе. Разрушений и жертв на земле нет. Но мы знаем, как это бывает у российского Минобороны, правда? Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной. По словам очевидцев, Ан-22 начал разваливаться еще в воздухе. Части фюзеляжа и крыла разлетелись и упали в водохранилище в Ивановской области. Ан-22 – крупнейший в мире турбовинтовой самолет, рассчитанный на перевозку вооружения, крупной техники и войск на большие расстояния. Летом 2024 года командование ВКС РФ официально объявляло о скором выводе оставшихся Ан-22 из эксплуатации. На практике точку в истории этого типа поставила катастрофа единственного уцелевшего борта. Тихое, но сильное давление партнеров. И можно ли все еще называть союзником того, кто упорно предлагает сдаться? Вашингтону уже мало просто подталкивать Киев к миру. Теперь от Зеленского фактически ждут просто телефонного «да» на план с территориальными уступками и спорными гарантиями безопасности. Не делают это куда жестче, чем давят на Кремль, уверены в этом в Киеве. Украинский чиновник в разговоре с Axios описал свои впечатления от переговоров. Создавалось впечатление, что США пытались разными способами убедить нас в желании России захватить весь Донбасс, и что американцы хотели, чтобы Зеленский согласился на все это во время телефонного разговора. Украинская сторона говорит, что новый вариант плана жестче по территории и контролю над Запорожской АЭС, но по-прежнему не дает внятных ответов по реальным гарантиям безопасности. При этом, по ощущениям Киева, США пытались разными аргументами убедить, что Россия готова захватить весь Донбасс, если Украина не согласится сейчас. На фоне этого растет скрытое недоверие между командами Зеленского и Трампа, признают источники Axios, но президент Украины говорит, что его страна ничего отдавать не намерена. Обсуждать вариант отдать какие-то территории Украина не может. На это нет права ни по Конституции, ни по законам Украины, ни по международному праву и морального права тоже. Отдельный фронт. Европа. В Лондоне Зеленский встретился с лидерами Великобритании, Франции и Германии, чтобы выработать общую позицию по плану Трампа. В наших руках немало козырей. Финансирование и поставки вооружения. Тот факт, что российская экономика начинает страдать, особенно после наших последних санкций США. Ключевой вопрос – это выработать общую позицию между нами, европейцами, украинцами и США, чтобы завершить эти мирные переговоры, а затем перейти в новую фазу на максимально выгодных условиях для Украины, для европейцев и для коллективной безопасности. В Белом доме, по данным Axios, смотрят на это как на попытку Киева выиграть время и считают европейцев главной преградой для сделки. Украинские чиновники, напротив, говорят, что США пытаются оторвать Зеленского от европейских союзников, чтобы давить эффективнее, тогда как именно Европа советует ему действовать осторожно и не идти на радикальные шаги без консультаций. А Дональд Трамп тем временем вовсю отыгрывается на Европе в последнем своем интервью. Сомнений не остается. Президент США не видит в Париже, Берлине или Лондоне достойных игроков.
НАТО называет меня папочкой. Я имею в виду, мне есть что сказать по этому поводу. Послушайте, я увеличил ВВП с 2 до 5%. Те 2%, которые они не платили, и те 5%, которые они платят. И они платят это, потому что когда мы отправляем товары, НАТО платит за это. И я предполагаю, что они передают это Украине. Правда, еще президент США заявил, что Крым находится где-то в океане, но это совсем другая история. Знаете, в глубине души я специалист по недвижимости. Верно, я очень хорошо разбираюсь в недвижимости. И каждый раз, когда я смотрю на эту карту, я говорю себе: о, этот Крым такой красивый, ух ты, с 4 сторон он окружен океаном. Самая крепкая и стабильная в мире экономика в стране со второй армией мира. Пока Кремль бодро рапортует о стабильности, счетчик госдолга уже ушел почти на 32 триллиона и продолжает крутиться на фоне распила и бардака с госимуществом. Если послушать оперативный доклад Счетной палаты за 9 месяцев 2025 года, государственный долг России вырос почти на 3 триллиона рублей и на 1 октября достиг 32 почти триллионов. Это плюс 10% за 3 квартала. Расходы на обслуживание этого долга тоже выросли. Правда, всего на 0,1, но триллиона рублей. Десятки миллиардов только за то, что государство живет в долг. Параллельно аудиторы продолжают находить, как именно эти деньги осваиваются на местах. В Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Якутии выявлены нарушения при расходовании средств на ремонты и строительство дорог, завышенные сметы, накрученные объемы работ, общая сумма нарушений более 7 миллиардов рублей. Посмотрите на государственный долг Соединенных Штатов, он выше, чем ВВП страны уже стал. Это вообще очень такая тревожная штука, это тревожный сигнал. В следующий раз, когда пропагандисты будут вспоминать госдолг США, можно вспомнить госдолг самой России. Соседи закручивают гайки диктатору. Казахстан делает Кремлю больно так, что в Москве это точно заметят. Формально санкции страна не вводила, но именно сейчас начинает перекрывать России один из ключевых обходных путей. Богом данный сосед, кем Россия является для Казахстана. На год в стране вводят новые правила экспортного контроля, и касаются они исключительно поставок в РФ. По данным службы внешней разведки Украины, обновленный режим требует обязательного лицензирования экспорта целого перечня товаров, в основном тех, что уже под западными санкциями и могут иметь двойное назначение. Отдельный акцент на товарах, которые завозятся из ЕС, США и Великобритании. За ними усилят мониторинг, а дальше строгий запрет на реэкспорт в страны СНГ. В первую очередь это бьет по России, которая как раз через Казахстан пыталась выстраивать схемы обхода ограничений. Казахстан и Россия – ближайшие партнеры, друзья и надежные союзники друг для друга. Астана при этом продолжает играть в баланс, официально к санкциям не присоединяется, но шаг за шагом углубляет координацию с Евросоюзом по пресечению санкционного транзита. Фактически Казахстан показывает, что готов резко отодвинуть РФ от каналов доступа к критически важным для ее военно-промышленного комплекса компонентам, не называя это ни санкциями, ни разрывом отношений. Беларусь строит вторую линию обороны. Лукашенко старается отгородиться от соседей, при этом подтверждая, что перемирия не будет, а если и будет, то ненадолго. Выстраивать границу, которая брошена со стороны Украины, и строить заставы, и вооружать пограничников. Более того, во второй линии приходится за пограничниками выставлять вооруженные силы. Если даже удастся установить мир сегодня или завтра в Украине, нам от этого легче не станет. Нас будут душить и дальше. И особенно вот эти вот государства, не хочу их оскорблять, чтобы не обиделся народ, который у нас на севере и северо-западе. Минск может получить свой курорт на украинском побережье, но под витриной санаториев там выстраивают совсем другой плацдарм. И инициатива исходит не только из Кремля. Гауляйтер временно оккупированных территорий Херсонской области Владимир Сальдо публично заявил, что готов передать Беларуси часть Азовско-Черноморского побережья. Официальная легенда простая. Якобы идеальное место для развития санаториев и баз отдыха, о чем, по его словам, уже идут переговоры. Речь идет о прибрежной полосе между Геническим
хищническом и арабатской стрелкой. Центр украинского национального сопротивления подчеркивает, на деле это прямое декларирование попытки распоряжаться украинской землей и втянуть третье государство в контроль над оккупированными территориями. По данным ЦНС, закрытые совещания с режимом Александра Лукашенко ведутся с лета 2024-го. На них обсуждали конкретные участки побережья и формат присутствия белорусских структур. Кремлю пишут не только фронтовики и ветераны. Туда полетели жалобы от школьников, лишенных главного удовольствия после уроков – Роблокса. Роблоксеры официально дошли до Путина и требуют одно – вернуть игру. После блокировки платформы дети завалили администрацию президента обращениями и сообщениями в соцсетях. Просят разблочить любимую игру. Жалуются, что лишились не просто развлечения, а целого мира, где у них были друзья, свои проекты и работа мечты в виртуальных играх. В Москве это даже заметили. Мы этой информацией не владеем, хотя я могу подтвердить, что действительно очень много детских обращений по этой теме. Они есть. Да, дети об этом пишут. Не об отъезде они пишут, а пишут вот об этой игре. Для Кремля эта история выглядит максимально неудобно. Тут не скажешь, что это иноагенты или политизированная молодежь, это обычные школьники, которых зацепило решение взрослых. И чем дольше Roblox остается недоступен, тем больше эта тема превращается из детской истерики в показатель того, насколько государство готово вмешиваться даже в цифровое детство. Вы можете больше никогда не увидеть наш контент. Целая армия ботов, троллей и фейков воздействует на алгоритм. Для того, чтобы всегда оставаться на связи, не просто подписывайтесь на канал, выбирайте параметр «Получать все уведомления». Так мы останемся на связи, когда начнется что-то поистине масштабное и значимое. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.